Люди в Заполярье замерзают в минус 50. Протесты в Сербии, уходит премьер. Россияне скупают магические бубны. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы начинаем. Начнем с военных событий. Российский беспилотник днем атаковал поселок Антоновка в Херсонской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Роман Мирочко. По его данным, погиб 49-летний мужчина. Минно-взрывную травму и осколочные ранения получила 57-летняя женщина. Напомню, что ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине. В атаке принимали участие 100 беспилотников. А в России, по данным Минобороны, за ночь сбили 5 украинских дронов. Администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась убить Владимира Путина. С таким заявлением выступил бывший журналист Fox News Такер Карлсон. Об этом он сказал в интервью на собственном YouTube-канале. Никаких доказательств журналист не привел. Я думаю, это одна из причин, почему Тони Блинкен так настойчиво добивался настоящей войны, пытаясь, например, убить Путина, что и делала администрация Байдена. Она пыталась убить Путина. Действительно? Да. Это безумие. Кто возьмет на себя управление Россией? Что случится с ядерным арсеналом? Напомню, что в начале прошлого года Такер Карлсон приезжал в Москву и взял интервью у Владимира Путина. Комментируя новое заявление Карлсона, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что спецслужбы принимают все необходимые меры для безопасности Путина. В России резко вырос спрос на магические атрибуты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании «Атолл». Спрос на шаманские бубны за 2024 год вырос почти вдвое, на 95%. А средняя их стоимость выросла на четверть. Медианная цена бубна, по оценкам аналитиков, составила 4100 рублей. А самым востребованным эзотерическим аксессуаром по итогам прошлого года стал набор рун. Доля продаж в категории составила 32%. Если вы используете оккультный реквизит, напишите в комментариях, что происходит с ценами на подобные товары. К другим товарам массового спроса глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС намерен запретить поставки игровых консолей PlayStation и Xbox в Россию. Об этом сообщает Financial Times. Каллас утверждает, что в России приставки, по-видимому, используют для управления дронами. Новое ограничение ЕС планирует ввести 22 февраля. Как напоминает издание РБК, все крупнейшие производители консолей Sony, Microsoft и Nintendo приостановили продажи в России после начала войны в Украине. Их продукцию возят в страну по параллельному импорту. Крупнейшим поставщиком приставок в Россию сейчас является Китай, сообщает издание. Продажи игровых консолей из этой страны выросли в 4 раза по сравнению с довоенным уровнем. Глава Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр сообщил РБК, что импортируемые в Россию игровые консоли не проходят транзитом через Европейский Союз. На Колыме замерзает целый поселок. Власти ввели режим ЧС. Какой градус? У меня дома трое несовершеннолетних детей. Нет горячей, холодной воды. Эти видео записали жители поселка Холодный Сусуманского района. В Холодном действительно холодно. Температура в квартирах в среднем плюс 4 градуса. В подъездах прорвало трубы, из них течет вода. Из кранов в домах идет ржавая и непригодная для питья вода. На улице в Сусуманском районе сейчас минус 47 градусов. Минстрой области уверяет, что причина в неутепленных домах. Отопления нет несколько дней, пока людям, а в Холодном живет около 600 человек, только подвозят питьевую воду автоцистерной. В октябре прошлого года глава Магадана заявлял, что регион полностью готов к зиме. При этом, по данным Минстроя, котельные там изношены на 60%, а тепловые сети на 85%. Еще одна коммунальная авария в Новосибирске. Там без тепла сегодня остались более 70 многоэтажных домов. Сегодня, потому что в Новосибирске почти ежедневно происходят коммунальные аварии, которые попадают и в наши выпуски. С начала отопительного сезона прокуратура завела уже 10 административных дел на коммунальщиков. Тепло отключили в Кировском районе города и на улице Ватутина в минус 13. Починить поломку обещают вечером. В центральной же России начинаются сезонные паводки. Реки вышли из берегов в нескольких регионах. В Брянске затопило городскую набережную. В Рязани – одну из пристаней. В Твери потоки воды снесли мост, а в Воронеже пришлось закрыть переправу через Дон. Специалисты называют причиной рекордную за последний век оттепель. Паводки начались на 3 месяца раньше обычного. К наводнению готовится и Оренбургская область, серьезно пострадавшая прошлой весной, а также Курганская и Тюменская области. На севере Казахстана переполнены водохранилища, и там могут начать сбрасывать воду.
В Сербии протестующие добились отставки премьер-министра страны. Милош Вучевич увольняется после обвинений в коррупции. Это самый высокопоставленный сербский политик, ушедший с поста в результате массовых протестов в стране. Его отставка может привести к новым парламентским выборам. По словам Вучевича, в отставку также уйдет мэр города Нови Сад Милан Джурич. Протесты идут в столице Сербии Белграде ежедневно, почти 3 месяца. Они начались после того, как 1 ноября 2024 года в Нови Саде обрушился бетонный козырек здания вокзала. За последние годы его дважды ремонтировали. Погибли 15 человек, 2 получили травмы. Протестующие выходят на улицы тысячами. Они обвиняют власти страны в коррупции, из-за которой произошла трагедия, и требуют наказать виновных и отправить в отставку власти, в том числе президента Александра Вучича. Россиянам рекомендуют не ездить в Демократическую Республику Конго. Заявление распространил МИД. Причина в том, что на ее востоке идут бои. Повстанцы заняли ключевой город в этой части страны – Гома. В столице страны Киншасе люди, поддерживающие власть, закидали горящими шинами здание посольства США. Там идет пожар. В целях безопасности иностранцев в городе не выпускают из отелей. На востоке страны тем временем идут столкновения повстанческой группировки М-23 с правительственными войсками. Повстанцев поддерживают войска соседней страны Руанды. По последним данным, при перестрелках погибли минимум 17 человек, сотни были ранены. Сегодня Совбезом проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в республике. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там все выпуски, в том числе для удобства в аудиоформате. И главное, берегите себя.